Они считают нас за быдло, которое путается у них под ногами. Они думают, что высокие звания, награды, посты, грамоты дают им право нарушать закон, но они ошибаются. Недавно я летел в самолете, ждал окончания посадки, и тут в самолет зашел какой-то мужчина и начал о чем-то разговаривать со стюардессой. И я понял, что он просит поменять ему место и просил пересадить его в бизнес-класс. На что стюардесса ему сказала, что это невозможно, и что такие вопросы надо решать было на стойке регистрации. Но мужчина не унимался, на эмоциях начал доказывать, что там есть свободные места. И в какой-то момент у него в ход пошли аргументы, и он начал довольно громко на весь салон говорить, что он заслуженный артист. И что он подразумевал, он возмущался, он хотел сесть в бизнес-класс, потому что он заслуженный артист. Это не помогло, подошел старший бортпроводник и человеку объяснили, что ему придется проследовать на свой 35-й ряд. Мужчина понял, что ничего ему не светит, и, опустив голову, пошел, как все простые люди, в свой эконом-класс. Я видел, с каким презрением на него смотрели другие пассажиры. Я, к сожалению, не понял, кто это был, и не знаю всех заслуженных артистов в лицо, но понятно, что ты можешь быть сколь угодно заслуженным, но если ты плюешь на людей, если ты считаешь, что ты выше людей, то никакого уважения к тебе не будет. Год назад в сети был скандал. Марк Варшавер, директор театра Ленком, ехал в свой театр, в свой любимый театр на своем большом черном внедорожнике. Все пешеходы послушно расступались, расходили в разные стороны, но один не отошел. Один достал телефон и не пропустил большой черный внедорожник. Он не знал, кто там сидит, ему было в принципе все равно, потому что его возмутил сам факт, то, что какая-то машина едет прямо по тротуару, пытаясь подъехать к крыльцу театра. Отойди, пожалуйста, сопляк. Почему? Сопляк, отойди. Ну это вообще-то тротуар. Сопляк, отойди. А вы кто? Я Петя. Окей. А ты Петя Москин, отойди отсюда. Простите. Спасибо. Простите, пожалуйста. Отойди, я сказал. Нет, я отойду, давайте назад. Негодяй, отойди. Ты записывай. Ты Конечно. мальчик, а ты уже такой подонок. Я нет, а вот Ты вы да. подонок. Ты уже мальчик, а ты себя ведешь, как какой старый пердун так себя ведет. Как ты ведешь себя. Ты живешь в этом доме, я тебя найду сопляк, вонючий. Ищите. Тогда Марк Борисович вышел из своего внедорожника и начал оскорблять молодого человека. И закончилось тем, что попытался его ударить. Удар пришелся вскользь по уху. Человек, к счастью, не получил травм, но инцидент был крайне мерзкий и некрасивый. Здрасте. Что вы хотите от меня? Я не собираюсь уходить. Так, вы меня сейчас схватили, потому что вызываю полицию. Вызывай полицию, я тебя сейчас сдам в полицию. Да? За то, что ты меня, гражданского человека, снимаешь. Так, что вы меня... Паскудник, паршивый. Отпустите! На меня напали! Все. Что ж ты? Как тебе не стыдно? Ты, молодой человек, ведешь себя как последний подонок. Ты ничтожный, несчастный мальчик, больной. Лечись. Мой тебе совет. После того, как эта история попала в СМИ, про нее написали все ведущие СМИ, администрация Ленкома и сам Марк Борисович выступили с какими-то оправданиями, что нужно было подвести какие-то буклеты, еще что-то, и что они не хотели ничего плохого, и машина используется там, для того, чтобы доставить тяжелый буклет. Это, конечно, вранье, потому что в театре Ленком есть специальный технический подъезд, куда подъезжают фуры, где разгружают декорации и все остальное. Естественно, это не делается через главный вход, и нет никакой необходимости для этого давить пешеходов на тротуаре. Но конфликт на этом не закончился, потому что в сети было обнаружено множество фотографий, как Марк Борисович на своем большом
черном внедорожнике себя ведет. Вот, к примеру, фотография, как тот самый внедорожник объезжает пробку по трамвайным путям. Это пересечение улицы Свободы Волоколамского шоссе. И мне район хорошо знакомый, здесь учился. И меня всегда удивляли мудаки, которые считают, что им не надо ставить в пробки, как все. Да? Они могут взять и объехать по трамвайным путям. Там даже разобрали плитку на трамвайных путях, чтобы никто не ездил. Но тем не менее, вот некоторые люди, у кого как раз большие черные внедорожники с номерами АМР, они позволяют себе ездить по трамвайным путям, объезжая пробку. При этом, опять же, это не единичный случай. В сети есть масса фотографий, где внедорожник с такими номерами нарушает правила, ездит по трамвайным путям, объезжает пробки, нарушает другие правила. Поэтому мне тогда не очень поверилось в историю, что он приехал разгрузить буклеты, а вообще он милый, хороший человек. Позже, через несколько дней, около театра Ленком сняли другой, такой же внедорожник, только с другими номерами. Как оказалось, эта машина принадлежала дочери Марка Захарова. Что дочь Марка Захарова могла делать опять на тротуаре? Зачем она давила прохожих? Оказалось, что это была не она. На машине дочери, она зарегистрирована на дочь, но на этой машине водитель возит самого Марка Захарова. Марк Захаров великий человек, заслуженный режиссер, сценарист, актер. Все мы его хорошо знаем, любим. Но вот как оказалось, он посчитал для себя возможным подъезжать тоже прямо по тротуару к крыльцу театра. Тогда, когда его журналисты спросили, ну как же так, зачем вы ездите по тротуару? На что он сказал: я пережил неприятную травму с ногами. Хожу по прямой без палки, но когда скользкое покрытие или сложная лестница вниз, я пользуюсь палкой медицинской. И в этом случае мы решили подъехать, потому что было трудно идти. К сожалению, для Марка Анатольевича в интернете есть масса фотографий, как внедорожник с такими же номерами нарушает правила. Вот, например, он паркуется на зебре, и, возможно, тоже какой-то другой человек, больной, с больными ногами или с медицинской палочкой, хотел перейти дорогу, но он не может перейти, потому что большой черный внедорожник Марка Анатольевича паркуется на зебре. Есть масса фотографий, где при нормальной погоде, летом, тот же самый внедорожник подъезжает прямо к крыльцу и паркуется на тротуаре. Да, тогда я обратил внимание на еще одно заявление Марка Захарова, когда он прокомментировал инцидент, который произошел с его коллегой. С чего, собственно, все и началось. И он сказал, что касается этого мальчика, мальчик имеется в виду человека, Константин, который заснял на телефон, и у которого возник конфликт с Марком Борисовичем Варшавером. Вот. Так что касается этого мальчика, мальчику, наверное, денег дали. Кто-то его нанял, чтобы он подкараулил Варшавера. Это замечательная логика. Конечно же, Марк Анатольевич, он привык, что холопы, они расступаются. Когда он едет по тротуару, все кланятся. Ведь едет уважаемый человек, и народишко, он обычно расступается. А тут кто-то не отошел. Кто-то посчитал, что нельзя нарушать правила, даже если у тебя есть звание, даже если ты заслуженный артист, ты имеешь кучу орденов. Правила, они вроде как-то едины для всех и некрасивы, когда большой черный внедорожник едет по тротуару, распугивая других прохожих. И он не отошел, он снял это, за что получил оскорбление, за что на него напали. И Марк Анатольевич Захаров считает, что мальчику дали денег. И тогда я написал пост, как раз «Россия прошлого и Россия будущего», где высказал мнение, что просто Марк Анатольевич Захаров, он находится в России прошлого, России, которая живет по понятиям, Россия, где решается, если ты человек высшей касты, если ты заслужил, дослужился, неважно как, да, то для тебя одни правила, а для других людей правила другие. А мне кажется, что в России будущего все будут равны, что Россия будущего — это Россия уважения и достоинства. И что если мы хотим жить в нормальной стране, то не нужно мириться, не нужно бояться. И нужно быть таким, как Константин. Если ты видишь, что кто-то нарушает правила, вне зависимости от его титулов и заслуг, нужно возмущаться, нужно показывать, что мы не какой-то там скот. И что нельзя ездить по тротуарам, каким бы уважаемым человеком ты не был. И мне показалось, что прошел год, и как-то вроде все затихло. И, наверное, все участники этой позорной истории сделали для себя выводы. И больше никто не будет ездить по тротуарам. Тем более у театра Ленком есть парковка, есть технический подъезд. И, наверное, справедливость восторжествовала. Но нет. Оказывается, Марк Анатольевич Захаров, или машина, которая принадлежит дочери Марка Анатольевича Захарова,
До сих пор практически каждый день по тротуару, распугивая прохожих, подъезжает прямо к крыльцу театра Ленком. Водитель высаживает оттуда человека, очень похожего на Марка Анатольевича Захарова, который заходит в театр. Потому что человек уважаемый, и, видимо, правила для него все-таки не писаны. Видимо, по тротуару ездить ему комфортнее. Вот, например, 29 января этого года худрук паркуется на тротуаре около театра. Ну, паркуется, точнее, его водитель, потому что сам он машину, конечно же, не водит, но даже водитель не считает для себя нужным поставить, как все люди, на парковку. Он считает, что тротуар достаточно широким, чтобы его большой черный внедорожник стоял прямо у крыльца театра. 31 января опять на тротуаре, опять машину видит на тротуаре. 1 февраля та же самая машина едет по тротуару. У нас сегодня 1 февраля, и мы видим в очередной раз машину, припарковавшуюся у Ленкома, который высадил барина. Как вот он поехал? Человек подходит, спрашивает у водителя, водитель что-то там оправдывается, хотя этот водитель уже получал штрафы за езду по тротуару, но им плевать, ну что такое штраф за езду по тротуару? Главное же комфорт барина. 2 февраля опять та же самая машина на тротуаре. Ну, здесь можно бесконечно продолжать, но судя по тем снимкам, которые мне присылают, судя по той ситуации, которую я вижу сам, я часто в этом месте хожу, я вижу, что жизнь барина ничему не научила. И Марк Анатольевич Захаров или какие-то люди с ним связанные, да, они считают, что они могут подъезжать к крыльцу театра Ленком по тротуару на своем большом красивом черном внедорожнике. К сожалению, в России отсутствует институт репутации, и Марк Анатольевич Захаров считает, что без особых последствий для себя может разменивать былые заслуги на свой личный комфорт. Он может ездить по тротуарам, он может парковаться, как ему нравится, он может оправдывать хамское поведение своих друзей по отношению к другим людям без каких-либо для себя последствий. Они считают нас за быдло, которое путается у них под ногами. Они думают, что высокие звания, награды, посты, грамоты дают им право нарушать закон, но они ошибаются. С грустью смотрю, как великий актер, режиссер и сценарист Марк Анатольевич Захаров плюет на народ и не испытываю к нему никакого уважения.